Жили-были дед с бабкой, и была у них курочка Цыпа. Она была не простой курочкой, а говорящей. Однажды зашла бабка в курятник, увидела, как ее любимица на яйце сидит. А яйцо было не простое, не гладкое, а золотое и чешуйчатое. Бабка яйцо достала из-под курицы и хотела уйти, а Цыпа и говорит: «Куда моего сыночка уносишь? Он еще не созрел, недоношенный будет». «Да я только деду покажу, какое оно диковинное, и сразу верну». Бабка яйцо деду показала, а он и говорит: «Что-то оно какое-то странное, с рисунком». Дед взял его и решил разбить, а скорлупу на черный день отложить. Золото все-таки. Дед бил-бил, не разбил. Бабка била-била, не разбила. Яйцо вдруг зашевелилось. Дед и говорит: «Ой, оно, кажись, живое. Может, оно ведьмино? Видишь, чешуйчатое?» Ничего у них не вышло. Они его отнесли обратно в курятник и подложили под курицу. Цыпа увидела и запричитала: «Ой, проклятые! На мое дитятко набросились! Небось, разбить хотели ироды!» На следующий день яйцо опухло. Бабка снова заглянула в курятник и диву далась. Курица сидит на яйце с килограмм размером. Она позвала деда, и они вдвоем обоих занесли в хату от греха подальше, чтобы никто из соседей не увидели золотого яйца таких размеров. Курочка продолжала сидеть на яйце. На следующий день из яйца вылупился маленький, золотистый, но очень сердитый дракончик. «Ну что, старые, били меня? А я сейчас вас бить буду. Зачем так с внуком обращаетесь?» — сердито произнес он. Бабка обрадовалась внуку, какой-никакой, а свой, и давай ластиться к нему. «А мой же ты маленький, а мой же ты родненький. Что пожелаешь, бабушка все для тебя сделает». «Есть хочу», — пропищал дракончик. «Хочу кошачий корм». «Это мышей, что ли?» — спросила бабка. «Каких мышей?» — грозно произнес дракоша. «Кошачий корм в пакетиках неси. А еще блинов, да теплого молока не забудь». Дед посмотрел на внука, потом на курицу и, обращаясь к ней, говорит: «Кто это? И почему без перьев?» Курочка, слегка смущаясь, говорит: «Я не виновата. Он такой родился. Это ведь вы его били, вот и повредили, наверное». С этого дня дед с бабой вынуждены были стать опекунами над курицей и ее сыночком-дракончиком. А золотую скорлупу дед все-таки припрятал. Дракончик, сидя на теплой печи, требовал каждый день блины, молока и кошачьего корма. Если вдруг дед с бабкой замешкаются, он грозно говорил: «Несите мне еду и мягкую подушку, иначе здесь все сгорит». Дед с бабкой, как ошалелые, бежали в погреб с криками «А-а-а!», прятались от его гнева. Иногда дракончик устраивался на дедовской шапке, как на гнезде, и говорил им: «Так, а теперь рассказывайте мне сказки и баюкайте меня». «Ух, мне уже страшно, что дальше будет», — говорит дед бабке. «Да-да-да,
Теперь заглаживайте передо мной свою вину, изверги. В том государстве правил король. Он очень был жаден до денег. И вот до него дошли такие слухи о том, что дед с бабкой золотого дракона растят, как своего родного внука. Царь уже представил, как он отнимет у них дракона, тот будет ему нести золотые яйца, а он золотую скорлупу будет в сундуки складывать. Приехал к ним царь и говорит: «Приказываю вам отдать дракона, он мне для обороны нужен, а его скорлупу сдайте в качестве налога в мою казну». Бабка с дедом испугались, а дракон посмотрел на царя и как хукнет огнем из пасти. У царя все брови, усы, борода и волосы на голове опалились. От короля запахло паленым. Царь с испугу развернулся и дёру дал от этой избы. Бежал до самого замка без оглядки. С тех пор царь и носа не показывал из дворца. У дракоши была одна слабость. Он очень любил говорить несуразицы и присказки. Лежит на печи, причмокивает блинами. Дед собрался рубить дрова и зовет дракона на помощь. А он ему отвечает: «Лес рубить? Давайте лучше поспим». Собрался дед с другом детства поболтать. Дракон ему: «Не имей себе друзей, а имей скорлупу дракона». Бабка жалуется, пальто у нее прохудилось. Дракон в ответ: «Где тонко, там и надо заплатку пришить». Бабка проснулась рано, а дракон с печи ей: «Кто рано встает, тот потом днем дрыхнет». Курочка квохчет и говорит своему сыночку: «Ты хоть понимаешь, что ты несешь?» Дракон ей в ответ: «Я не несу, я выдаю правду. Народная мудрость – это мое призвание». Дед устала: «Бабка, а ну возьми веник, догони этого философа с печи». Бабка: «Не трожь дитятка, он у нас талант». Дракоша гордо задрал голову: «Видали? У меня статус». Дед не выдержал и говорит: «Какой у тебя статус, лентяй? На печи лежишь, молоко пьешь да блинами закусываешь. И в кого ты такой уродился?» Дракона это очень обидело. Он захотел узнать, почему у него до сих пор нет отца. Дракоша, восседая на печи, важно прищурился и говорит, обращаясь к курочке: «Мам, мам, а кто мой отец?» Цыпа нервно поправила свои перья и говорит: «А тебе зачем?» Дракоша: «Ну как зачем? Может, я принц восточный, а может, я из Эфиопии?» Бабка перекрестилась и произнесла: «Чур его, чур! Дед, ты понял? Мы теперь родственники драконьему властелину из Эфиопии». Дед, потирая лоб: «Мне бы просто спокойной старости, а тут родня рептилии из-за горизонта пожалует». Курочка, мявкая: «Ну, сынок, твой отец был, уважаемым, скажем так, необычным». У дракона глаза засверкали. «Ну!» Курочка ничего не смогла придумать и выпалила: «Гусар!» «Гусар?» – переспросил сыночек. Цыпа замахала крыльями и говорит: «Да, он был отважен, быстр и горд, и у него были роскошные усы». Дракоша, почесав свою голову, потрогав усики, говорит: «А почему у меня нет усов? Ой, нет, постой,
А почему я дракон, если мой отец гусар? Он вдруг представил своего отца с большими усами и в гусарской шляпе. Курочка не нашла, что добавить, и сказала первое, что пришло в ее маленькую голову. «Сынок, так бывает, чудеса случаются». Дед усмехнулся, повернулся и произнес: «Ну, бабка, ты это слышишь? Гусар-дракон. Теперь понятно, почему он такой говорливый. Ты больше на птеродактиля похож, чем на гусара». Курочка обрадовалась этому сходству и радостно сказала: «Ну, не совсем. Пока хвост, как у ящерицы, не отвалился, его так и называли». Дракоша, шокированно хлопая глазами, в панике трогая свой хвост: «Кем? Ящером-птеродактилем? Так. Значит, это у меня наследственность?» Бабка деду шепотом: «Вот откуда у него этот зубастый аппетит?» Дед, прикрывая рот рукой: «Бабка, ты только не вздумай сказать ему, что наш пруд – это его родовое болото». Но дракоша все услышал, спрыгнул с печи и выскочил на улицу. Через 5 минут весь мокрый и с грязными лапами вернулся на печь. «Не-а, это не мое гнездо. Там мокро и холодно. Я скорее принц с Востока. Значит, мне положена корона и халат из парчи». Бабка не выдержала. «Вот тебе халат!» Она бросила в него полотенце. «Вот тебе корона!» И одела ему на голову миску. «Теперь давай сюда свои лапы, будем мыть, принц ты мой восточный». Он нехотя вытянул свои лапки и протяжно произнес: «Ну, ба!» Внучок никак не унимался. Он снова взглянул на свой удлиненный хвост. Дракоша в полном замешательстве. А почему он хвост отбросил? Курочка, уже не зная, что придумать, говорит: «Ну, это долгая история. Но если коротко, он хотел быть гусаром, вот и отбросил хвост, чтобы не мешал. Ящерицы все так поступают». Дракоша в полном недоумении. «Так я сын гусара-птира-ящера?» Дед, держась за живот от смеха: «Все, бабка, я пошел полежу». Бабка замахала веником на внука: «Ты еще шашку в зубы не забудь, гусар ты мой дикий!» Дракон решительно напрягся. Хвост не отвалился, и тогда он произнес: «Я себе хвост отрублю, чтобы на отца быть похожим». Курочка испуганно запричитала: «Не смей! Я на тебя столько сил, времени и тепла потратила, чтобы твою скорлупу прогреть!» Дракоша начал что-то понимать. Вскочил, как ошалелый, и крикнул: «Вы все мне наврали! Я не птеродактиль, я в золоте рос!» Цыпа снова замялась и, не зная, что сказать. Дед посмотрел на нее строгим взглядом и вопросительно произнес: «Но ведь яйцо-то было твое!» Курочка возмущенно, хлопая крыльями: «Дед, ты что, забыл, что ли? Оно было нормальным, только золотым, а вы его стали бить. Били, вот и повредили. Вспомните, как оно опухло на следующий день. Я на нем еле помещалась», — возмущалась вконец Цыпа. Бабка стала о чем-то догадываться. Повернулась к ней и говорит: «А ну, быстро признавайся, где ты его взяла?» Курочка, нервно притоптывая: «Я его на улице нашла. Иду я как-то от соседского двора и вижу, в кустах яйцо светится. Я его еле прикатила, села на него, и тут ты, бабуля, в курятник пожаловала». Дракоша возмущенно произнес: «Так я, выходит, бездомный, без роду, без племени?» Он заплакал.
Пока бабка, дед и курочка мама успокаивали дракошу, к ним в двери кто-то постучался. Дед, держа на руках кроху дракона, вместе с бабкой и курочкой вышли на улицу. Перед ними в воздухе висел огромный золотистый дракон с длинными усами, крыльями и хвостом. «Вы кто?» – спросила курочка. «Я звездный дракон, царь небесного королевства. Мой сын такой непоседа. Он выкатился из колыбели и упал с небес на землю. Я нашел его по золотому следу. Его никто не может видеть, кроме нас, небожителей». Дракон увидел своего сына в полном здравии и выпустил из пасти в небо струю огня. Дракоша оживился, напрягся и тоже выпустил из своей маленькой пасти тонкую струйку огня. Отец-дракон тихо опустил свою голову к ним. Дед аккуратно положил своего названного внука на голову отцу. Дракоша, обращаясь к курочке, радостно сказал: «Мам, я небесный дракон, самый настоящий!» Цыпа заплакала и помахала своему сыночку крылышком. Дед ушел и через пару минут вернулся с золотой скорлупой в руках, чтобы отдать. Огромный дракон поднялся и произнес: «Оставьте ее себе, это вам за заботу о моем сыне». Огромный золотистый дракон взмыл в небо и стал уменьшаться, удаляясь все выше и выше, пока не исчез в облаках. С тех пор дед с бабкой и курочка Цыпа ни в чем себе не отказывали. Они жили долго, счастливо и богато. Мои дорогие друзья, если вам понравилась эта сказка, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий и приходите еще. Я всегда рада вам.